Сегодня мы поговорим на тему синдрома Туретта. Меня зовут Шевченко Сергей Геннадьевич, я врач-педиатр в сети клиник Нейроспектр. Синдром Туретта – это генетически обусловленное заболевание центральной нервной системы, которое рассматривается как проявление моторных и вокальных тиков. Ранее синдром Туретта рассматривался только как воспроизведение громких фраз, слов, выражений, чаще нецензурной лексики или брани. Сейчас это пересмотрелось, и мы воспринимаем этот синдром как генетически детерминированное состояние с выбросом эмоций и возбуждения в виде моторного компонента или сенсорного компонента. Синдром Туретта проявляется у детей, начиная с раннего возраста, и к подростковому периоду симптоматика данного заболевания периодически спадает. У взрослого населения этот синдром очень редко воспроизводится в очень высокой форме активности. Все-таки мы больше считаем, что синдром Туретта – это детское заболевание. Характеризуется оно проявлением в разной возрастной категории у детей, то есть это может воспроизводиться и в год, и в 2, и в 3. Появляются тики сначала моторного компонента, потом вокальные тики. Они могут менять свою направленность и видоизменяться по степени воспроизведения определенного компонента. С моторными тиками очень сложно жить, это нарушение социальной адаптации детей, это со временем переходит в психологические проблемы, ребенок замыкается, возникают депрессивные расстройства, нарушение социализации. Ребенок отталкивается от общества и не может находить себя в пространстве, так как это мешает ему жить. Стоит отметить, что синдром Туретта не сопровождается нарушением когнитивных функций, то есть поведенческие реакции, и именно степень интеллекта у ребенка никак не страдает. Страдает только степень социализации ребенка. То есть проявляются только глубокие двигательные активности и выкрикивание или поперхивание, определенные вокальные моменты. К сожалению, с синдромом Туретта невозможно справиться самостоятельно. Ребенок должен находиться под наблюдением у специалистов, а именно у врачей-неврологов, реабилитологов. Данное заболевание оно, так как генетическое, следует начинать с генетического консультирования, с генетического кариотипирования. Далее мы переходим к блоку нейрореабилитации, то есть необходима определенная диагностика у специалистов педагогического профиля, это нейропсихологи, логопеды, дефектологи. Дальше терапия направлена на само снижение уровня возбуждения, то есть это воздействие на регуляторную систему головного мозга. Также при тяжелых формах синдрома Туретта мы можем прибегать к медикаментозному лечению. Одним из способов лечения синдрома Туретта или снижения активности проявлений синдрома Туретта является физиотерапевтическое воздействие, а именно транскраниальная магнитная стимуляция, которая успешно работает над снижением интенсивности воспроизведения моторных тиков и вокальных тиков.